ты можешь прожить всю жизнь, работая честно, и все равно остаться бедным. Не потому, что ты ленив, а потому, что ты мыслишь не как богатый. Наполеон Хилл опросил более 500 миллионеров и сформулировал формулу, которая изменила жизни миллионов людей по всему миру. Эта книга не мотивация. Это алгоритм. И если ты его поймешь, все начнет меняться. Сегодня ты узнаешь 10 ключевых принципов из «Думай и богатей», которые делают миллионеров миллионерами. Это не волшебство. Это код денег. Глава 1. Все начинается не с денег, а с желания. Не с бюджета, не с инвестиций, а с жгучего, неумолимого желания. Не «я бы хотел», а «я должен». Хилл писал: «Желание – это стартовая точка всех достижений. Слабое желание дает слабые результаты. Если ты хочешь просто немного больше денег, ты получишь мелочь. Если ты хочешь свободы, влияния, силы, ты двинешься. Применение – запиши четкую сумму, которую ты хочешь. И дату. Не просто разбогатеть, а сколько, когда и зачем». Глава 2. Вера – топливо для желания. Ты можешь хотеть, но если не веришь, ты проиграл до начала. Миллионеры верят в результат еще до первого шага. Не потому, что они наивны, а потому, что вера создает действие. А действие – реальность. Хилл писал: «Вера может быть развита через повторение утверждений, убеждений, самовнушения». Применение – повторяй цели ежедневно. Вслух. Пиши. Проживай. Это не мистика, это тренировка мышления. Глава 3. Знания – не сила, если они не применяются. Мир полон людей с дипломами и нулями на счете. Почему? Потому что знание – это потенциальная сила. Только действие дает результат. Хилл подчеркивает, миллионеры ищут специализированные знания. Точечные. Практичные. Применение – не гонись за всем. Изучи то, что применимо сейчас. Одно знание и одно действие, и получишь результат. Глава 4. Фантастически сильная вещь – воображение. Да, ты не ослышался. Богатство создается дважды, сначала в голове, потом в жизни. Бедные используют воображение для страхов. Богатые – для планов. Идеи – это деньги. Но только если ты осмелился их представить. Применение. Ежедневно трать 5 минут на визуализацию. Не фантазию, а стратегическое воображение. Глава 5. Решительность – самая непризнанная сила успеха. Богатые быстро принимают решения и редко от них отступают. Бедные колеблются вечно, потому что боятся ошибиться. Хилл пишет: нерешительность – причина большинства неудач. Применение. Тренируй скорость решений. Задай себе правило: максимум 24 часа на важный выбор. Не тяни. Глава 6. Настойчивость – то, что делает миллионеров. Ты знал, сколько людей бросают бизнес после первой неудачи? Это 90%. А миллионеры? Они терпят, переделывают, пробуют снова. Хилл говорит: настойчивость – это сила воли, переведенная в действие. Применение. Заведи трекер привычки. 30 дней подряд делай одно маленькое действие по направлению к цели. Глава 7. Мозговой центр – твоя личная группа успеха. Один в поле не воин. Хилл настаивает: создай круг, где каждый стремится к росту. Обменивайтесь идеями, поддержкой, связями. Применение. Найди 2-3 человека, с кем вы вместе двигаетесь к росту. Не сплетни и нытье, а цели и движения. Глава 8. Подсознание – ворота к силе. Все, что ты часто думаешь и чувствуешь, оседает в подсознании. А потом оно начинает работать само, как программа. Применение. Фильтруй вход.
что ты читаешь, смотришь, с кем общаешься. Подсознание все записывает. Ты либо загружаешь туда силу, либо мусор. Глава 9. Сексуальная трансмутация, энергия, которую мы расхищаем. Хилл писал, что сексуальная энергия – одна из мощнейших. Но большинство просто теряет ее в удовольствии. Мудрые направляют эту энергию в творчество, бизнес, страсть к делу. Применение. Замени импульсы на действия. Канализируй энергию. Не подавляй, а трансформируй. Глава 10. Страх – единственный враг богатства. Хилл описывает 6 главных страхов. Бедность, критика, болезни, потеря любви, старость, смерть. Они парализуют. Но богатые не без страха. Они действуют, несмотря на него. Применение. Выяви свой главный страх. Назови его. Напиши. И сделай шаг в его сторону. Потому что там твоя сила. Ты сейчас услышал 10 глав из самой известной книги о богатстве. Но есть правда, которую редко озвучивают. 90% людей, прочитавших «Думай и богатей», так и не стали ни богаче, ни свободнее. Почему? Потому что они потребили текст, но не преобразовали мышление. Они прочли, вдохновились, записали цитаты. Но не приняли ключевую мысль: деньги – это не следствие действий, а следствие мышления. Богатство начинается не с привычек, а с картины мира. Если у тебя мышление бедного, ты найдешь способ все слить. Даже если внезапно получишь миллион. Хилл не дает волшебную кнопку, он дает зеркало. А люди не любят смотреть в зеркало, они хотят инструкцию без внутренней работы. Хилл писал: мы становимся тем, о чем мы думаем. И если ты все еще беден, возможно, ты просто думаешь об этом слишком часто. Вот почему эта книга не для всех. Она для тех, кто способен осознать, что богатство – это не техника. Это новая прошивка мышления. Поэтому главное – не просто слушай, трансформируй. Не просто повторяй идеи, действуй, как будто у тебя уже есть этот уровень. Мысли. Говори. Действуй. Как богатый. Тогда эта книга перестает быть мотивацией и становится стартом новой жизни. А что делать, если нет ни денег, ни возможностей? Скажи честно, ты можешь слушать все это и думать: круто звучит. Но у меня реальная жизнь. Кредиты, работа, усталость. Где тут воображение и мозговые центры? И вот тут начинается правда. Все миллионеры, о которых писал Хилл, начинали с нуля. Некоторые с долгов. Некоторые с нищеты. Но у них была одна особенность: они отказались думать, как бедные. Они отказались жаловаться на внешние обстоятельства. Они приняли: если я не возьму ответственность за свою жизнь, никто не возьмет. Слушай внимательно: богатство не приходит туда, где царит хаос в голове. Если ты не управляешь своими мыслями, ими управляет страх. А страх всегда приведет тебя к бедности. Хилл писал: один из самых распространенных причин неудачи – это привычка сдаваться при первом признаке поражения. Знаешь, с чего ты можешь начать прямо сегодня? Не с инвестиций, не с бизнеса, а с самодисциплины мыслей. Что ты думаешь утром? Какие слова ты говоришь про себя? Веришь ли ты, что достоин больше? Или снова кормишь себя фразами вроде «мне не повезло», «все против меня», «я не такой», эти мысли, как антивирус против богатства. И пока они внутри, никакая книга не поможет. Но если ты начинаешь осознанно менять мышление, как говорил Хилл, мир начнет отвечать. Маленькие действия, правильные мысли, постоянство, и в какой-то момент ты проснешься в другой реальности. Ты можешь просто закрыть это видео. А можешь применить хотя бы одну идею. И изменить свое мышление навсегда. Это был Код денег. Если было полезно, проинвестируй в канал, лайк.
Подписка. Репост. Потому что богатство начинается с мысли.